Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, коридор затмений. Что по судьбе? События до конца сентября. Давайте узнаем. И сентябрь месяц ясности. Я часто об этом говорю. И, пожалуй, в коридоре затмений, а плюс это еще и происходит в знаке Дева, то есть первое, конечно, лунное затмение, которое мы уже прошли с вами 7 числа. Это было лунное затмение, но в течение до 21 сентября Солнце в Деве. Критическое мышление, мои дорогие. И если мы прежде могли на что-то согласиться или на автоматизме что-то продолжать, а нет, вот здесь у нас другие энергии, мы думаем, задаем себе вопрос, а мне это вообще нужно? А к чему это все идет? Даже если мы берем личную жизнь, ну, на что-то мы бы прежде согласились, мы бы даже особо не думали. Нам потому что было что-то приятно. А здесь мы хотим результата. Дева– это именно какая-то конкретика, отчасти материализм. Это не только вздохи и прогулки, а здесь нам нужно понимать, готов ли человек брать ответственность, что он, может быть, и задумал, да, можем ли мы считать этого человека надежным именно. И нам еще пока неизвестно, какую сферу жизни раскроет. Ну вот давайте попробуем приоткрыть завесу тайн. Или, может быть, переложим те события, то, что вы хотите осуществить, на метафору карт. И я думаю, подсказок будет больше. Вначале мы с вами делаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько вам подходит расклад. И хоть у нас солнечным затмением заканчивается коридор 21-го, но, тем не менее, до конца сентября вот те энергии, которые приходят с коридором затмений, что, какую палитру событий вам по судьбе раскрывают. Итак, сигнификация. Кто вы, что у вас сложилось на данный момент. А вот приготовьтесь. Или недавно вы получили какую-то новость, может быть, чье-то решение. Возможно, это была какая-то важная информация. Или, мои дорогие, вы вот-вот это можете получить. Может быть, это карта вообще трансформации. В некоторых колодах восьмерка жезлов. Но и вы сами можете чувствовать, если, предположим, был какой-то период застоя, что я любыми путями хочу выйти как раз вот из затянувшейся паузы, состояния. Может быть, это даже отношения, мои дорогие, да, когда какой-то человек поставил на паузу, вас держит неведение, и, видимо, вы, скорее всего, решитесь на то, что нет, мне надоело что-то ждать. Вот тут точно сигнификация человека, который устал ждать или на что-то надеяться, да. У кого-то это может быть еще своеобразный такой, знаете, как прорыв в плане ваших достижений и одновременно заработков. Возможно, кто-то столкнулся с тем, что у вас меняется, ну, может быть, место жительства. Иногда по десятке пентаклей все же у нас идет еще и непосредственно стены, наш дом. Все то, что, наверное, связано с благополучием, у вас как будто идет по нарастающей. Ведь восьмерка жезлов– это еще, знаете, та ситуация, когда мы шаг за шагом выруливаем на обгон. И даже если мы были в каких-то прежних стесненных условиях, значит, нам тут мы понимаем, что нет, надоело мне ждать. Вот как только мы начинаем активничать, сразу же начинается и какой-то движ вокруг нас. Жизнь как будто начинает принимать обороты, а то и набирать эти обороты. Может быть, карта говорит, где-то приготовься, чтобы на тебя и еще ожидает очень много разного рода событий. И у кого-то это по части заработка, у кого-то по части дома или ваши какие-то достижения. Хотя это могут быть известия, вот банально, связанные с кем-то из близких. Вот такое тоже. Может быть, решение какого-то родственника даже далекого. Но это не вами инициировано, но вы в этом участвуете. Но для вас я тут вижу все равно есть какой-то интерес, безусловно, потому что в целом эта жизнь набирает темп, и для нас-то тут больше перспектив открывается, больше возможностей. Что сейчас? Карта мага. Магами не рождаются, магами становятся. Я так думаю, что основная сигнификация, ведь, кстати, маг– великий практик, ну и материализм по магу идет тоже. Вот десятка пентаклей. Время возможностей, когда не хочется упустить это время. Не хочется просто так ждать. Не хочется
верить каким-то пространным обещаниям или не хочется быть в ситуации повешенного, да, если мы говорим колода Таро. То есть это когда нам не сказали четко ни да, ни нет. А вот кому-то выгодно держать было нас на паузе, а теперь нам самим надоело, и мы говорим, ну все, хватит, баста, теперь я все равно иду вперед. Вы на что-то решились, это точно. И понятно, мы все разные, каждый на свое, на что-то решился. Но я хочу сказать, вы знаете, вы буквально в нескольких шагах от того, что какая-то ваша мечта осуществится. Или нам как будто пространство возвращает. Вот, кстати, может быть такой момент, вы могли уже какую-то ситуацию отпустить словно. Или вы много раз пытались что-то в прошлом сделать, или осуществить, договориться, а у вас времени не получалось. И вы тоже могли отпустить эту ситуацию, но правда, сколько ни действуя, толку никакого, мы все равно это оставляем. И планетарные транзиты, мои дорогие, правда, я оставлю ссылку в описании под видео на астрологический прогноз, именно гороскоп на моем сайте на сентябрь 2025. Поэтому перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. Ну и на остальных моих двух каналах, там по знакам зодиака, можете тоже посмотреть. Но это то время, когда предыдущие 2 года, возможно, у вас была, знаете, как какая-то больная тема, больной вопрос. Вы не могли это решить. А вот здесь какая-то, может быть, и перестройка потребовалась, но, скорее всего, именно с этим могут быть связаны события. И какая-то ситуация шаг за шагом, она как разруливается, проясняется. А у кого-то из вас то, что произошло летом, буквально до последних дней августа, тут могли быть метаморфозы, у кого-то потрясения, я это допускаю, ну, с позиции даже астрологии. У кого-то этот период чуть больше и захватил еще и май месяц, конец, может быть, мая, ну или чуть раньше. То есть мы все разные. Но теперь, маг, это вы, маг, мои дорогие. Посмотрите, самое время, это время вашей силы. Старший аркан. И материализм, если и проходит по магу, это у вас сейчас все козыри в руках. Это у вас все стихии в руках. И было бы совершенно неразумно терять время даром. Или надеяться ожидать каких-то пространных обещаний. Поэтому даже если прежде вы были согласны на какое-то обещание, теперь точно нет. Вот такая сигнификация. Ну, я уже сказала, магами не рождаются, магами становятся. Тройка мечей. Это то израненное сердце. Или, мои дорогие, мы еще с вами не раскрыли, а мы посмотрим, что там по судьбе и нового идет, и что по судьбе возвращается. Так вот тут какая-то прежняя больная точка, знаете, как разбитое сердце, или как пронзенное вот этими 3 мечами. Это, знаете, сгусток боли, который нам долгое время, ну, он не мог как бы вот зарасти, да, вот эти раны. Но со временем все-таки шрамы появились, они никуда не пропадут. Это ваш опыт, который будет о себе напоминать. Ну, значит, иногда нам бывает, к сожалению, необходимо пройти очень грустный, печальный опыт, чтобы мы стали сильнее. И вот путь мага, он где-то через это тоже предусмотрен. Но если мы сумели себя сохранить и преодолеть какую-то ситуацию, то есть не саму ситуацию пусть решили, мы не могли что-то решить, потому что это от нас не зависело, но уже выздоровление наступает. Ну и куда-то мы точно не пойдем. Но вот когда мы, кстати, словно от чего-то отказались, вот я такое могу предположить, сейчас мы посмотрим, что нам раскроют карты. Но вот теперь я могу допустить, вам пространство, Вселенная, судьба может это вернуть. Это и выздоровление, и возвращение того, что по праву принадлежит вам. Я не говорю, что это будет обязательно связано с человеком, но, может быть, какое-то действие, понимаете, или ситуация, в которой вы оказались. Вот это вот разрушение или вот эта боль, она была связана с обстоятельствами. И вам пришлось себя перестраивать, отстраивать, может быть, свое благополучие, как с нуля, по-новому, в новых энергиях, может быть, вообще в каком-то новом пространстве, с новыми людьми. Но значит, тогда возврат вашего благополучия, вашей веры в себя, ваших твердых, уверенных позиций и возможностей
пусть новых, мои дорогие, но оно того стоит. В любом случае выздоровление, оно уже практически сейчас происходит. Да, вам приходится учиться буквально, а у кого-то это вопросы, связанные с детьми, или, ну, может быть, отчасти и с тем, что вы хотите создать. Все же по пажу идут, первое, вести, и по восьмерке жезлов тоже информация, но это еще и мы учимся чему-то. Конечно, могут идти, как я говорила, это дети могут быть, у кого-то даже внуки, да, или какая-то внутрисемейная ситуация, которая связана с младшим поколением. Вот здесь тут тоже могут быть метаморфозы. Я вижу так. Это вы маг. Это вы уже что-то преодолели, какую-то боль. Шрамы уже заросли. И вот теперь судьба вам может возвращать какие-то варианты. Давайте узнаем, о чем нам расскажут карты. Очень интересно. Если где-то это вам подходит, тогда оставайтесь и слушаем дальше. Смотрим дальше, что нам еще расскажут. И первый вопрос мне бы хотелось все-таки задать. Что нового по судьбе идет в вашу жизнь? Что нового? Может быть, с новыми энергиями? А вот правда новое. Посмотрите, нулевой аркан. Вообще, нулевой аркан – это как хаос перед началом творения. Вы сейчас, в данный момент, как на перепутье. Прошлое завершилось, а будущее еще пока не родилось. Поэтому, если вы смотрите мои видео, вот где-то об этом карта говорит, что вот прямо сейчас еще может ничего не происходить. Но уже есть, как знаете, какие-то наметки на будущее. Или уже вы видите, что движение какое-то началось. Это правда. И, может быть, оно связано у кого-то с подрастающим поколением, правда, у кого-то семейная ситуация, у кого-то с обучением, смена работы, такое тоже может быть, потому что у нас паж пентаклей, откуда к нам приходят деньги, и новые способы заработка, потому что как бы, или пусть даже они и не совсем новые, но вы что-то вынуждены менять, реструктурировать, к примеру, или менять себя, дополнительно что-то изучать. То есть мы все равно, мы идем в ногу со временем, мы перестраиваемся. И элемент новизны, он присутствует. Но пока вот прямо сейчас мы пока не видим какую-то далекую траекторию, мои дорогие. И если мы не можем что-то просчитать, нулевой аркан, то это нормально. Нужно идти по ситуации. Старший аркан тоже ведь говорит о чем? О том, что мы не на все можем повлиять. Или мы не можем изменить обстоятельства, мы не можем ход мыслей у людей изменить. Но мы сумеем со всем этим взаимодействовать. Нам тут такой нулевой аркан, будем говорить, такой шут, который жонглирует всем зодиаком. Едва ли не сильнее, чем маг. Вот у вас, посмотрите, и я все-таки вижу, правда, какая-то ситуация из прошлого к вам с новыми возможностями возвращается. Почему я так говорю? Первый аркан сначала, да, это прямо сейчас, а это по судьбе нового идет. Значит, то, что вам уже где-то знакомо, либо вы переделываете, реструктурируете, либо вам пространство, как Вселенная, возвращает какую-то возможность. Но нужно быть осторожным, чего-то не упустить, потому что тут и действовать придется как-то по-другому. А еще один такой момент, что это буквально внезапно врывается в нашу жизнь. Или в виде новости, в виде человека, или какой-то возможности. Мы можем так немножко замереть от неожиданности. Какие-то неожиданности в принципе будут, мои дорогие. К этому будьте готовы. То есть какие-то новые варианты качества жизни к нам приходят с каких-то неожиданных сторон. Или через совершенно неожиданные контакты, вот кстати. Но тут само по себе новое, я надеюсь, что вы меня поняли. То есть мы спросили, что нового идет по судьбе. Да тут конкретно новая веха, новая страница вашей жизни. Ну и правильно, четверка кубков, кто-то ж может этого не заметить. Мы все разные. И кто-то так вот, читая книгу или увлеченно чем-то своим занимаясь, может не заметить какую-то возможность. Или это может быть та ситуация, когда какая-то новость приходит. Или вы становитесь чересчур прагматичными, мои дорогие. И я должна сказать, за период коридора затмений до конца сентября мы все-таки встречаем новое. Да,
Тут один такой нюанс. Мы можем застрять в перфекционизме, потому что нам хочется то, чем мы сейчас занимаемся, как будто довести до совершенства или сделать очень хорошо. Ну и все. Там мы и застряли, это правда. Дело, да, это критическое мышление, но желание, знаете, что-то отшлифовать. Или вот сделать прямо вот, ну, до какого-то шедевра довести. А ведь задачи другие. Уметь быстро переключаться между одним, вторым. А кто знает, а может еще и третьим, и четвертым, и пятым. Жонглировать, мои дорогие. Что нового идет вам по судьбе? Будущее идет само по себе. Тройка жезлов, карта будущего. Будьте внимательны к любой информации. Будьте внимательны. Я в своих прогнозах об этом говорю. Знаете, вот ничто не происходит случайно. А вот когда мы думаем, что не показалось, вот это и получается четверка кубков. Статика, никакого движения. То есть мы должны на что-то откликаться. Как и веяние времени, как и какая-то информация, как какие-то возможности. Людей, которых мы встречаем или контактируем. Поверьте, до конца сентября это не просто так. Ну, немножко пару слов о транзитах все-таки скажу. Смотрите, Уран сейчас в Близнецах находится, да? И это будет так, если память не изменяет, до 9 ноября, могу ошибаться, потому что, ну, не все даты так четко в голове. Ну, возьмем ориентир начала, да, ноября. А потом будет последний реверанс Урана в знак Телец, где он находился в течение 7 лет. И поэтому нам уже потом где-то, вторая половина ноября и буквально там еще с заходом на апрель аж 2026 года, вот там мы будем что-то стабилизировать. Ну, Уран вернется в Телец. Но вот эти месяцы до ноября, они могут стать для нас очень важной подсказкой, чем мы будем заниматься последующие 7 лет. Поэтому будьте внимательны. Близнецы – это правящая планета Меркурий. На вашей карте тройка жезлов, которая вам как по судьбе новая идет. Изображен корабль, один из символов Меркурия. Тут уже будущее, мои дорогие, у вас на пороге. Но еще пока это, да, корабль, я говорила, не вот прямо сию секунду. Вот это вы можете пытаться какую-то траекторию для себя отстраивать, но вы еще пока чего-то не видите. Еще не зашел этот корабль в гавань. Но человек, который изображен на карте, он стоит, повернувшись спиной к прошлому, и он анализирует, все ли я с собой взял в будущее, все ли я подготовил. Поэтому будьте внимательны. Может быть, если даже какие-то прошлые темы вам не вы это инициируете, будьте внимательны. А это именно какая-то ситуация создается или с каким-то человеком связана тоже, или ситуация, или контакты. Значит, вам это тоже под какой-то знаменатель нужно привести, потому что потом, в будущем, вас ничто не должно какой-то обраткой возвращать назад. Что нового по судьбе идет в вашу жизнь? Вы знаете, сам по себе период неспешный. Может быть, вот если как новости врывается какая-то, да, или информация, или это связано с решением человека, я не могу сказать, что, опять же, это вы как-то, что, знаете, педалируете ситуацию, буквально так. Тут, скорее всего, вот как и тройка жезлов, мы проверяем, мы анализируем, все ли мы взяли с собой в будущее. Но мы не смотрим только в моменте здесь и сейчас, а как минимум на пару шагов вперед. Это вот как раз планетарно тот период, о котором я сказала. И аркан умеренности не случайные случайности, тем не менее, по этому аркану бывают. А еще бывает, когда у нас есть время что-то проанализировать, подумать, быстро что-то просчитать. И альтернативное мышление, мои дорогие, вот здесь вам буквально помогает. То есть это старший аркан. Не упусти какую-то возможность. Иногда называют эту карту умеренность как из пустого в порожнее. Нет, мои дорогие. Откуда создался этот аркан, уходит тоже символ в далекое прошлое. И пару слов скажу, чтобы быть правильно поняты. Хоть и тут нам, в принципе, в этой колоде карт нет изображений. Это много веков тому назад. Король франков Хлодвиг, династия мировингов, воюет с готами. И вышло так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. И погибель была бы неминуема. Но, видимо, на то он был и король. Вот эта умеренность, для чего она нужна? Почему я остановилась на этом историческом факте?
Он прогуливался вдоль Рейна и обдумывал, что я могу сделать в той ситуации, когда я ничего и сделать-то уже нельзя. И тем не менее он заметил, что маленькие болотные цветы, желтый рис, растут вдоль берега. Лодвиг знал, что эти цветы растут на мелководье. И сумасшедшая идея, вот я сказала, не случайные случайности. Это касается и ваших идей, у вас нулевой аркан. Есть какая-то бесшабашность в этой карте все-таки, согласитесь. Это то, что мы не пробовали. Вот что новое, вам, скорее всего, поступать придется. Может быть, вот как этому Хлодвигу. Сумасшедшая идея. Но вот умеренность нам дает какой-то период времени, может быть, очень короткий, может быть, 15 минут, может быть, 5, полчаса, полдня. У кого как. Что-то просчитать, продумать. И Хлодвиг все-таки решился. Он подумал, не переправиться ли мне вброд, но другой бы сказал, что да, сумасшедшая идея. А тем не менее, он спас и себя, и свое войско. Вот вы можете что-то подобное, мои дорогие, предпринимать, и на это надо будет решиться. Но предварительно хорошенько все просчитать. Делать так или поступать, как вы не делали. То есть, скорее всего, тут не просто будет какая-то ситуация, а она от вас еще потребует подобных действий. И как будто вам это по судьбе. Я бы сказала так, все то, что я говорила, вот эти два первых ряда, это точно по судьбе, потому что 20-й аркан говорит: оставляй прошлое за плечами, за спиной. Вот, наверное, опять же, как тот Хлодвиг, который перебрался на другой берег. И он прежний берег, где были готы. Или там, где была его какая-то неудача, не победа. Он оставил за спиной. Он оставил это в прошлом. Вот вам какой-то квантовый скачок, я вполне могу предположить, и придется делать. Или просто банально даже одно какое-то действие совершить, как вы прежде не поступали. Или принять такое решение. И ангел буквально трубит о возрождении, ведь это карта возрождения. Как и выздоровление, так и возрождение на кону, как по судьбе вам. Что вы вычеркнули из своей жизни, возможно, давайте узнаем. А оно к вам вернется. И это будет по судьбе. Давайте узнаем, что вы могли вычеркнуть, а по судьбе оно возвращается. С чем это может быть связано? А вы знаете, ведь это шикарная, кстати, карта. Но я не могу сказать, что это карта про любовь, хоть и девятка. Вообще девятка по нумерологии – это всегда перемены. Опять же, это все то, что нам... Ну вот посмотрите, интересно, карта 8. Следующая карта выпадает одна, и пусть нулевой аркан. Как будто добавляется еще одна энергия. Вы в результате 9. И девятка пентаклей – это мы сейчас на пороге перемен. Но эта карта материального успеха, благополучия. Единственный момент – никаких эмоций. Вот у вас по какому-то вопросу не осталось вообще никаких эмоций. Здесь есть хладнокровие и есть какой-то материальный расчет. И неважно, чего это касается. У кого-то может быть даже продолжение какой-то дружбы или каких-то контактов, вопросы работы, сотрудничества какого-то взаимного. Но вы не уже, может быть, и прежде переживали, здесь это уже все осталось в прошлом. Ну, может быть, как способы заработка или какая-то идея из прошлого, которую, может быть, какой-то проект, мои дорогие, который вы в дальний ящик стола благополучно положили. А здесь это будет вам возвращено. Может быть, вы долгое время развивали какой-то проект, да, и здесь вы получите финансовый эквивалент. Я могу сказать, что все же эта карта больше свидетельствует, что мы одни, правда. И тогда мы спросили, что из прошлого вернется. Я должна все-таки, будем честны сами с собой. И, может быть, какой-то период жизни придется побыть, вот знаете, словно одиночка. Прошу не путать с одиночеством. Есть люди одинокие, которые себя ощущают такими,
А есть одиночки. Это не те люди, которые сидят и ждут кого-то или что-то там будет потом вдруг, может быть, авось изменится. Это те люди, которые живут очень активной жизнью. Им жизнь интересна во всех проявлениях. Наоборот, у них даже времени маловато, понимаете, для всех их проектов. То есть это словно трансформация вас самих. Тут не про личную жизнь. Здесь скорее вопросы дома, вопросы жилища, вопросы бизнеса, вопросы денег. В целом благополучие. Вот вам как будто возвращается. Или возможность заработать. И еще одна девятка. Правда, перемены. Мы учимся себя беречь. Мы учимся себя защищать. Мы, может быть, буквально, да, из прошлого. Вы буквально пересмотрите ваш какой-то метод работы, график работы, когда мы сохраняем собственную силу или, знаете, вот как КПД, да, коэффициент полезного действия, пересматриваем какой-то свой таймлайн, потому что мы должны многое успеть. Вот у вас будет много работы. И я должна сказать, сентябрь месяц– это когда много работы. Увы, ну давайте посмотрим, что же еще вам по судьбе вернется из прошлого. Продолжается финансовая тема, возможность заработков, возможности найти работу, может быть, как вторичный доход. Какие-то новости у вас будут, посмотрите, словно новость из будущего. Карта будущего, вверху карта мага. Тут действительно что-то по судьбе. И я уже сказала еще до этих карт. Ничто просто так не происходит. Любой контакт, любой человек – то, что вам возвращается или напоминает какую-то ситуацию из прошлого, для чего-то вам еще нужен. Поэтому не торопитесь. Так это вот, знаете, рубить с плеча. Подумайте, как минимум, чем может быть полезен вам человек или конкретный контакт. Что еще по судьбе? А ведь и правда тут может быть человек конкретно. И это может быть, вы знаете, возвращение человека, когда вы уже перестали его ждать. Вы уже правда смирились. Может быть, это вот я говорила в самом начале. У кого-то это связано с личной жизнью или с какими-то родственниками, родственными связями. А может быть, как родственная связь и какая-то история, которая тоже из прошлого. И, ну, есть какое-то взаимодействие именно с вами. Или вы в чем-то, может быть, прежде принимали участие. Или, ну, тем не менее. Это касается именно какого-то вашего узкого круга общения. И вторая тема– это опять финансы. Потому что по королю кубков это может быть, ну, я допускаю, кстати, что, может быть, кто-то из друзей вот так вот даст о себе весточку, а вы уже думали, ну, человек пропал навсегда. Вот этого я тоже не исключаю. Но тут так. Король кубков– это единственный персонаж в колоде, который правильно умеет распределить вопросы материальные или вопросы работы, какие-то бизнес, может быть, да, или денежные темы от эмоций, от чувств. Он знает, где уделять время, место эмоциям, чувству или эмпатии какой-то, а когда требуется холодная голова, расчет какой-то, мои дорогие, вот вы будете удачно переключаться. Если бы, может быть, прежде вас, знаете как, новость услышали, и вас это вдохновило, захватило, увлекло. И мы так перестали даже думать, к чему это все идет. А вот тут нет. Тут все-таки иногда по королю кубков идут. Ну да, и когда мы можем рассчитать. Мы можем в себе, ведь вот как этот король кубков, он умеет управлять эмоциями. Вот, может быть, прежде у вас не получалось. Недаром нам девятка пентаклей говорит. Здесь нет, здесь совсем другие энергии. Это как критическое мышление в Деве, да, или Солнце в Деве, я говорила. Благодаря этому, видимо, вы можете даже какую-то прежнюю историю для себя с лучшими бонусами и плюсами. Посмотрите, если правда, вот как будто нам карта говорит, тут какие-то приятности будут. Может быть, вам будет приятно возвращение конкретного человека. Может быть, вы даже будете рады, счастливы, да? Но все-таки нам говорит лучезарная дельта, вот этот глаз, который расположен над кубком. Ты должен видеть или должна видеть на пару шагов вперед. И неважно уже дальше, да, какая фаза Луны. Нет.
Будь материалистом. Даже в тех вопросах, может быть. Ну, я не имею в виду какую-то такую, знаете, жесткую прагматику. Но, видимо, соединить и возвышенное, и земное – ваша задача. Или не отказаться от какой-то возможности, а попробовать что-то. Или речь не идет даже о доверии, если кто-то из прошлого возвращается. Я это допускаю. Если прежде была какая-то проблема в отношениях, предположим, ну, будем реалистами, проблемы никуда не делись. Поэтому надеемся сами на себя. Но кто знает, позволить человеку проявиться. Или позволить, ну, пару шагов развиться какой-то ситуации. И пронаблюдать. Вот же, понимаете, смысл. Мы наблюдаем, анализируем, делаем выводы. И шикарная колода, кстати, Чиро Маркетти. Посмотрите, кубок – это, конечно, радость, это наполненность, это, ну, чем-то мы восторжены. Но помимо вот этой прозорливости, внимательности, здесь нам еще Чиро Маркетти золотых рыбок изобразил. А рыба, здесь сразу два момента. Первое – это путешествия, переезды, возможность перемещения. То есть вот и тут плюс-минус у каждого по-своему. У кого-то это будет связано с переездом, может быть, как через жилище, да, смена места жительства. И второй момент – это деньги, опять же, материализм. Потому что рыбы, как мы говорим, крупный улов, да, или в принципе улов, это какие-то могут быть бонусы даже материальные. Или когда мы получаем финансы, или мы учимся, может быть, как вторичный доход, но в любом случае, то, что касается финансов, здесь дела идут в гору. Вот из прошлого какая-то ситуация, может быть, даже через взаимодействие с конкретными людьми, помощью, может быть, каких-то друзей или людей, которые вот как родственники, да, может быть, это связано с родственниками и какой-то прежней ситуацией. И вы именно получаете еще материальный эффект от этого. Именно еще и денежный какой-то эквивалент вам как будто немного идет. Именно из разряда того, что вам уже хорошо известно или знакомо. Давайте мы с вами узнаем, что завершится вот по судьбе или от чего вы откажетесь сами в итоге до конца сентября. И по судьбе, то есть какая-то ведь у вас будет прояснена, правда, ситуация, обстановка. Вот давайте мы это и узнаем, что же будет завершаться по судьбе. Но тем не менее, смотрите, одиночество ваше завершится, это точно. Вот кто меня смотрит, и одиночество, когда вот совсем один или одна, при желании вы можете завершить. И кто знает, может быть, это вы начинаете чему-то обучаться, когда вы расширяете, в принципе, диапазон общения, пытаетесь сами, ну, как-то так свою жизнь перевести на новые рельсы. И тем самым, расширяя кругозор, расширяя какую-то дистанцию, возможности, приходят и люди, новые люди в вашу жизнь. А может быть, возвращаются и старые. Вот это тоже я не могу исключить. Давайте посмотрим, что еще. Но как будто путь в одиночку завершается. И мы ведь спросили по судьбе. А вот когда выпадает старший аркан, это и есть по судьбе. Это как будто сама судьба берет над вами шефство. Но вы уже, знаете как, вы здесь мудры. Вы уже правильно научились оценивать то, что люди говорят и чему стоит доверять. Потому что ведь это философ. Вы научились жить в одиночку за этот период. Вы прошли какой-то очень сложный опыт. Вы научились себя беречь. Вот, наверное, вот этот фонарь – это всегда прообраз интуиции по преданию. И вот фонарь включается, и вот, пожалуйста, змея. Может быть, за этот период вы сделали выводы о некоторых людях и сняли розовые очки, мои дорогие. Я это могу предположить. И вот теперь уже какую-то данность вы принимаете. Это вы проводите какую-то, может быть, демаркационную линию и избавляетесь от недостатка взаимопонимания или от тех людей, которые вам ничего не несут, кроме множества вопросов, а никакой отдачи. И одновременно мы ведь спросили, что завершится, какая-то финансовая брешь вами будет закрыта. Мы только что с вами говорили о финансах. Хорошо, давайте еще спросим, что же у вас завершится по судьбе. Выход из лабиринта, мои дорогие. Какой-то лабиринт и путаница в жизни завершится. Что еще завершится у вас по судьбе?
Вот вы примете какую-то правду, и в том объеме, размере, какова она есть. Если прежде вам было даже страшно на это оглядываться, смотреть, или вас это больно ранило, а вас теперь уже жизнь закалила, судьба закалила. И по рыцарю мечей завершаются, может быть, некоторые процессы, которые были связаны именно с отсутствием взаимопонимания. Или когда отчасти это может быть тот процесс, когда вам по закону раньше вы не могли что-то, ну, как сделать, оформить. А теперь вы можете тут у каждого по-своему. Кто-то просто может сказать нет, ну и не надо. Мне это уже теперь мне это не важно. И вообще правде в глаза. Вот что завершится. Раньше было боязно смотреть, словно столкнуться с собственной тенью. Вы какой-то гештальт, мои дорогие, закрываете. И он завершается. Да. Вопросы дома, вопросы личной жизни, вопросы финансового достатка, четверка жезлов. Именно в этой колоде нам даже посмотрите, 4 жезла как дом. Часто очень символизирует эта карта именно вопросы, связанные с жильем, с домом. Здесь это все нормализуется. Но и в целом, я всегда говорю, это праздник после победы. То есть вот, видимо, надо было вот это все пройти. И мне хочется достать, знаете, последние карты. Чего ждать? Или что вас ждет? Что по судьбе? Давайте достанем еще одну карту. Десятка мечей. Закрываем в прошлое дверь. Это вот нас раньше что-то так, словно пригвоздило. 10 мечей. И ведь достаточно было одного меча для того, чтобы мы словно умерли. То есть вот какая-то была очень болезненная и сложная ситуация, может быть, связанная с потрясениями, с неожиданными новостями. Вам пришлось себя, как знаете, из пепла, как птица Феникс. Вот попробуй ты из этой десятки мечей выйти. Это ведь на самом деле очень сложно. Ну вот что по судьбе? Ну, значит, вам еще какой-то путь уже, то, что вы теперь оставляете позади, словно за плечами. И теперь уже это и пространство, словно по справедливости, вам возвращает тот эквивалент, который по праву принадлежит вам. Хорошо, что же, чего ждать по судьбе? 2 десятки. Видите, 2 десятки, мои дорогие. И я должна сказать, когда выпадают десятки, это еще какой-то период, мы себя реорганизуем. Прошлое, еще, может быть, в ближайшие дни, до конца сентября, вы что-то будете подытоживать. Десятка всегда итоговая карта. И здесь мы понимаем, как же мы устали, кстати. Может быть, очень много работы, я говорила об этом до конца сентября, но самое главное, нам уже показали, что вы эквивалент, плоды труда своего видите. И вы уже точно будете до конца сентября знать, что вы будете продолжать, а что не имеет никакого смысла. Что же еще по судьбе? Чего ждать, да? Ну, сама судьба, карта Верховный Жрец, карта возможностей. Это, конечно, как урок. Но, видимо, вы еще и мудрее, и сильнее становитесь. Но это, если я сказала, как гештальт какой-то, закрыли мы. Но по карте Верховного Жреца это мы уже берем ориентир наверх, это мы уже берем ориентир дальше. И дальше судьба над вами берет шефство. И к чему это идет, хочется спросить. К чему? Здесь будет еще взаимодействие, как и с внешними людьми. Вот смотрите, еще нам может казаться, что вот раз так вот одним махом все решится. Нет. Вам придется среди людей, которые с вами хитрят, отстроить новую совершенно политику какую-то вашу личную. Нельзя дать себя облапошить. Может быть, кому-то забрать буквально свое. И все то, что я говорила, наш расклад у кого-то как раз и может проигрываться с тем, что вам возвращается ваше, да, вот как по справедливости. И может быть, это через контакты, опять же, да, через людей. А может быть, у кого-то конкретно материальный какой-то момент. Жилье, деньги, ну, может быть, и наследство. Кстати, вот я так вижу уже ни одна карта, которая косвенно может об этом говорить. Ну, мы можем по-разному это рассматривать, но тем не менее, семерка мечей, карта воришки. Вам необходим был этот опыт, мои дорогие, потому что дальше кто-то еще будет продолжать с вами хитрить. Но вы-то должны это, вот, понимаете,
Раньше вы словно глаза себе замыливали, а теперь вы видите. Ага, опять врет или опять пытается манипулировать. Вот как раз врет и манипулирует. Вот это по карте семерка мечей. К чему это все идет? Еще одна семерка, смотрите. Какой-то все-таки ради честности, правда, я должна сказать, период, когда мы что-то завершаем, когда есть какое-то ожидание, мы тут с места в карьер. Если бы мы ринулись, мы бы совершили ошибку. Мы рискуем поставить телегу впереди лошади, и понятно, какой результат мы получим. Здесь придется что-то просчитывать. Кому-то предстоят взаимодействие не только с людьми, а оформление важных документов. И там будет регламент, когда мы это в принципе не можем убыстрить, потому что прописан период подготовки, допустим, бумаг. Хорошо. А когда, то есть мы вот это должны в этих энергиях еще какое-то время находиться. А какой же в конечном итоге мы получим по судьбе результат? По жезлов. Но это всегда еще какая-то будет весть, взаимодействие. Но вы знаете, несмотря на то, что, посмотрите, вы что-то завершаете, вы еще что-то будете организовывать, согласовывать, где-то со структурами, кстати, может быть, контактировать. Может быть, отчасти карта Иерофант иногда сильных мира сего. Ну так вот, если мы берем как структуру, или какие-то традиции, или какой-то порядок оформления бумаг, или вот нам через это еще придется пройти. И, может быть, даже что-то подождать. Но несмотря вот на то, что дел будет очень много, правда, до конца сентября, знаете, вот, наверное, эта усталость все-таки уйдет. Вы теперь уже понимаете, зачем вам это нужно. И по пажу жезлов мы бодры и полны сил. И каков же еще итог? Ну, оно, наверное, того стоит. И опять у нас выпадает девятка, да? Прежде у нас была карта. И вот смотрите, у вас две девятки. С одной стороны, девятка пентаклей. Она может говорить о финансах, да? Я уже не повторяюсь. Девятка кубков, казалось бы, кубки. Но, тем не менее, это карта эгоиста, я иногда называю. Но это тоже, это все про материализм. Это то, что у нас получается. Личное творчество, как развивать, да, или обустроить вторичный доход, или найти вторую работу, или, может быть, с первой тоже разобраться, построить карьеру. Мы начинаем управлять ситуацией. И я так вижу. Вам как будто нужно в первую очередь стабилизировать вот какое-то свое финансовое положение, мои дорогие. Вот это точно. И я бы сказала, не случайно нам карты дают такую подсказку, что вот нужно уделять внимание финансам, потому что в ближайшее, это вторая карта, да, у кого-то это дом, у кого-то имущество, движимое и недвижимое, или конкретно какие-то, как сумма денег, да, но, видимо, так или иначе, вы приходите уже к этому балансу. И самое главное, девятка, да, перемены. Пока, наверное, в ближайшее время, а до конца сентября это наверняка, у вас будет какая-то цикличность. Приготовьтесь к этому. Это как по судьбе. Но если мы спрашивали, к чему все идет, да, вот мы много карт достали, которые все нам не давали итога, то итог того стоит. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.